Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня я собираю торт Сникерс именно с прослойкой карамели. Торт Сникерс с прослойкой безе уже есть на моем канале. Бисквит шоколадный бархат, он уже есть на моем канале, тоже подробный видеорецепт. И крем сливочный с маскарпоне, тоже есть подробный видеорецепт. Ссылки оставлю в описании к данному видео. Итак, готовим соленую карамель, которая всегда получается. Карамель будет на именно глюкозном сиропе, чтобы наверняка она уже получилась. Сейчас у меня торт 22 сантиметра в диаметре, поэтому я беру на это количество сантиметров, беру количество пропорций. 150 грамм глюкозного сиропа, половина чайной ложки соли, 75 грамм сливочного масла, 200 грамм сливок и 255 грамм сахара. Сливки горячие, почти доведенные до кипения. Сейчас все покажу, как это правильно сделать. Описание, конечно же, будет подробнейшее в инфобоксе к данному видео. Глюкозный сироп ставлю уже на полную мощность плиту и ставлю с толстым дном, обязательно должен быть ковшик, и ставлю разогреваться. Вся эта масса сейчас сама по себе свяжется. Я ее вот так вот один раз перемешаю просто янтарной, и она начнет кипеть. Сахар будет растворяться. Нужно дождаться, когда вся эта масса достигнет где-то такой цвета янтарного такого. И тогда уже можно будет вводить сливочное масло. Сливочное масло, оно уже теплее, чем комнатная температура, оно такое размягченное. Видите, вот такой вот цвет нам нужен. Вся эта масса очень пенится, поэтому бояться этого не нужно. Нужно защитить свои руки, лицо, и чтобы маленьких детей не было вокруг вас, чтобы их просто не обварить. Вот таким вот образом она должна выглядеть. Это вот карамельная масса, чтобы уже вводить в нее размягченное сливочное масло. Сколько это по времени займет, смотрите по вашей плите просто. У всех и плита, и посуда разная. Но вот такого цвета она должна быть. Она не должна быть у вас темная, эта масса. Пениться она будет, потому что там такая консистенция, что она всегда пенится. Теперь я ввожу все это сливочное масло 75 грамм на 150 грамм глюкозного сиропа и 255 грамм у меня здесь сахара, потому что, еще раз повторяюсь, мне нужна именно такая пропорция карамели, потому что торт у меня 22 сантиметра в диаметре. Я напишу все пропорции. Видите, как все брызгает, как все пенится, поэтому, конечно, нужно защитить себя именно от этих брызг. Теперь вся эта масса свяжется. Вот эти все комочки масла полностью растворятся. И добавляем соль. Здесь у меня половина чайной ложки соли без горки. Вы же можете по вкусу, но не более 1 чайной ложки. Именно на это данное количество сиропа. Соль должна быть как можно мельче. Если у вас крупная соль, ее нужно просто в кофемолке еще раз перемолоть. У меня соль очень мелкая, поэтому я добавляю сливки, почти доведенные до кипения, очень горячие, но они все равно вот так брызгать будут, пениться. И поэтому вводим слегка вот такими вот порциями небольшими. Здесь у меня 200 грамм сливок. У меня будет плотная густая карамель именно для начинки торта. Если же вам нужно более жидкую карамель, чтобы просто полить десерт или блинчик, или какой-то пирог просто домашний, вы можете вдвое даже больше сливок добавить. Все зависит от того, для чего вам нужна эта карамель. Получиться она всегда у вас получится, потому что делаем наверняка, как на производстве, на глюкозном сиропе. Глюкозный сироп продается во всех кондитерских магазинах, он стоит очень недорого, и поэтому всегда можете купить его впрок, он хранится около года, я думаю, и чтобы он у вас просто был в темном прохладном месте, в герметичной посуде он будет стоять. Все вот до такой консистенции у меня я полностью все размешала, и теперь мне нужно, чтобы вся эта масса была 108 градусов. Я померяю это кондитерским термометром, и сейчас при постоянном помешивании венчиком, чтобы вот эти пузыри у меня ушли, и масса будет очень глянцевая, однородная. И мне немножко будет не дохватать этих пары градусов, я опять поставлю буквально на 10 секунд на плиту. Видите, пар идет сильнее, я немножко подогрела, и масса у меня 108 градусов. Все, больше ничего я нагревать здесь не буду, карамель моя готова.
Именно густая карамель для начинки торта сникерс. Также и для других тортов можно ее использовать. Но в данном случае показываю именно, как я делаю этот сникерс. Беру уже посуду, в которой будет остывать моя карамель. И просто наливаю в эту посуду. Пока она очень-очень горячая, она должна у меня остывать примерно, наверное, ночь. Остывать она у меня будет при комнатной температуре. В холодильник я ее не убираю. И я вам покажу, что будет потом по прошествии где-то 7 часов с ней. Видите, вот сейчас она очень глянцевая, очень однородная, никаких комочков. Она абсолютно не кристаллизуется именно благодаря тому, что делаем на глюкозном сиропе. На сахаре, если делать, она может закристаллизоваться, поэтому делаем наверняка на сиропе. Вот смотрите, температура у меня сейчас в помещении 17,5 градусов, и моя карамель за ночь остыла до 21 градуса. То есть я специально здесь померила для видео вот термометром, чтобы вы видели, что карамель у меня достигла такой вот вязкости именно не в холодильнике, а остывая в естественных условиях. Я просто эту миску накрывала пластиковой крышкой. И вот в таком виде она у меня даже никакой пленки в контакт, я ничего этого не делала. В таком виде просто она у меня остыла. Вот именно этой карамели, этого количества мне хватит для моего торта в 22 сантиметра диаметром. Я уже это знаю, поэтому готовлю из расчета на 150 грамм глюкозного сиропа. Вот такая вот вязкая консистенция у нее. Еще раз повторюсь, если вам нужна жиденькая такая карамель, здесь у меня 200 грамм сливок, вы можете вдвое больше добавить, она у вас будет жиденькая тогда. Если у вас останется остаточек этой карамели, вы можете в герметичной, лучше стеклянной банке хранить ее в холодильнике, потом просто ее для использования разогреть на водяной бане. В кондитерский мешок я ее вот так откладываю. И сейчас из кондитерского мешка я уже отрезала здесь у него кончик. Видите, какая она пластичная. Кондитерский мешок совершенно у меня простенький, и она очень хорошо будет оттуда выдавливаться. Бисквит у меня здесь шоколадный бархат. Я наношу мой крем из мешка из кондитерского. Этот крем у меня сливочный с маскарпоне. Есть подробнейший видеорецепт на моем канале. Я оставлю обязательно ссылку в инфобоксе к данному видео. И пропорции на весь крем я напишу, конечно же, в описании к данному видео. 500 грамм сливок, 300 грамм сыра маскарпоне, 250 грамм творожного сыра, 150 грамм сахарной пудры и 2 пакетика ванилина. И крем готов вкуснейший, со вкусом сливочного мороженого. Сейчас я делаю вот таких 4 прослойки бисквита у меня здесь. Бисквит – это шоколадный бархат. Пекла я его в 2 формах по 22 сантиметра. Они как раз у меня встают на противень. И именно на 2 порции тоже я его пекла. Полную раскладку именно по ингредиентам я напишу в описании к данному видео и оставлю ссылку на подробнейший видеорецепт этого бисквита. Вот теперь я положила уже 2-й слой бисквита, и я наношу совсем небольшой слой крема, и здесь у меня будет уже карамельная прослойка. Я просто разравниваю шпателем мой крем. И видите, буквально, чтобы закрыть мой бисквит. Здесь я также делаю из крема бортик. И внутрь этого уже моей прослойки наношу уже из мешка, отсаживаю карамель в виде такой спирали. Видите, мешочек у меня совсем простенький, совсем такой тоненький, и карамель его не разрывает, этот мешочек. Она очень хорошо выходит, она очень хорошо потом нарезается, она не липнет к зубам, потому что она сделана именно на глюкозном сиропе, как она и должна быть сделана, в принципе, на производстве. Все, вот, в принципе, мой слой карамели, полностью вся моя карамель ушла. Я 2 раза еще дополняла мой кондитерский мешок. И если же вам нужен торт более маленького диаметра, конечно, нужно брать на более маленькое количество карамели. Сейчас я уже посыпаю этот слой арахисом не соленым. Арахис у меня обжаренный, но не соленый, потому что соль уже содержится в карамели.
Арахис у меня покупной, сейчас такое изобилие фирм-производителей, что можно найти очень хороший и качественный арахис. Главное смотреть, чтобы не было гнилых орехов. Я покрываю также небольшим слоем крема и кладу уже третий корж бисквита. Если же вы совсем начинающий кондитер, для домашнего чаепития вы хотите собрать такой тортик, вы можете, если вы очень боитесь сделать эту карамель, но хочется сделать торт Сникерс, вы на первый раз можете просто взять, выпечь этот же бисквит, сделать этот же крем сливки с маскарпоне, но взять вареную сгущенку на первый раз и взять соленый арахис. И будет у вас очень достойный тортик Сникерс именно для домашнего чаепития. Остатками крема я покрываю четвертый корж просто сверху, чтобы связать крошки, чтобы потом слоем ганаша уже мне не мучиться с этими крошками. У меня 5 часов простоял торт в холодильнике в кольце. Видите, слегка карамель у меня сюда выплыла, но она не растеклась никуда, она полностью плотно зафиксирована. Ганаш я приготовила 200 грамм у меня здесь шоколада и 100 грамм сливочного масла. Просто растопила в микроволновке. Я напишу тоже подробное описание, сколько ингредиентов идет на ганаш. И просто я покрываю мой торт под белково-заварной крем. Если у вас правильно сварен белково-заварной крем, у вас он будет идеально держаться на поверхности, покрытой ганашем. Вот такой тортик у меня получился. Я, к сожалению, не имею фоторазреза, потому что я его сразу украшала белково-заварным кремом. Я очень надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Я всем желаю успехов и до встречи в новых видео.